Режим у нас верный, правильный, направление Генштаба безукоризненное. Мы не за эту войну. Мы не за убийство людей. Твой папа герой. А дальше, когда она вырастает, она должна узнать, в чем героизм. Вы не представляете, сколько людей ищут пропавших на Угледарском направлении. Там вся страна. Он склонен к предательству, лжи и обману, отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР и Украины. Геленджик гуляет. Вдову буду строить из себя плохо. Буду спокойно стоять тоже плохо. Я на сегодняшний день не знаю вообще ничего. Живой он, не живой. И этого не знает никто. Да нахрен не нужны эти деньги вообще. Это «Скажи Гордеевой», и нам по-прежнему кажется, что важная задача журналиста, особенно в темные времена, фиксировать происходящее. Еще нам кажется необходимым рассказывать вам истории тех, у кого нет другой возможности быть услышанными. Ольга и Юля, героини сегодняшнего выпуска, живут в тысячах километрах друг от друга. Расстояние между Геленджиком и Уссурийском по-настоящему огромно. Женщины не знакомы между собой, и общего у экономиста и мастера маникюра на самом деле действительно мало. Разве что обе пытались быть счастливыми, не интересовались политикой, не поддерживали войну и не разделяли антиукраинских настроений российской власти. За амбиции тех, для кого эта война – способ остаться в истории, Ольга и Юля заплатили самым дорогим – сыном, отцом и отцом ребенка. И остались один на один со своим горем. А вы всю жизнь в Геленджике живете? 30 лет. А до этого где? А до этого родилась я на севере, в Коми СССР. Снега, тайга, медведи. Затем нас мама в 1982 году перевезла к себе на родину. Это Брянская область, город Новозыбков. В 1985 году аттестат зрелости 10 классов и учиться в Москву. В те времена в основном требовались экономисты. По получении диплома вернулась домой, и я работала на Брянском машиностроительном заводе. Это мирового значения завод, огромнейший. Было тяжело, много слез. Но так как меня воспитывали быть бойцом, я и шла по этой стезе. Потом наступила перестройка, развал производств, отсутствие зарплаты, естественно. 20-летней девочке надо работать, денежку зарабатывать. Пришлось пойти в частный сектор, где-то как-то выкручиваться, где-то как-то подрабатывать. Да, был даже и рынок, торговала и... В те времена профессора стояли на рынке, торговали помидорами, огурцами, надо было выживать. А что уж нам, молодым. Потом как-то заработала денежку. Хочется ж все-таки море увидеть один раз в жизни. Один раз съездила, второй раз съездила, потом думаю, что мне это Брянск? Геленджик небольшой городок, как бы полегче как-то где-то устроиться, тем более специальность уже была, какой-никакой опыт уже был. Поставлена задача мною самой после прочтения Булгакова, естественно. Сумасшедшая красивая любовь, все такое. Мы были девочками-одуванчиками и фантазировали, естественно, в детстве шили платье принцессы себе и вязали. Вы поклонница Булгакова? Я да. Не встретили вы свою любовь-то? Да, встретить-то я встретила, но она оказалась неразделенной. Но зато у меня появился мой сын, очень красивый, очень умный, нетребовательный, стремящийся и умеющий слушать старших. Как вы сына назвали? По той простой причине, что я любила еще и английскую литературу.
А в Англии основной представитель английской династии и боец, и защитник своей родины – это кто? Король Артур. Вы сына назвали Артуром? Да. В честь короля Артура? Да, исключительно. Обалдеть. Он офицер. В смысле, военнослужащий. Военнослужащий, да. Был звание майора. Это вот, да, в компании с друзьями. Это папа, я вот дочь и мой папа. А папа военный? Нет. Папа гражданский. Срочную единственную службу проходил, все. Вспоминаешь, говоришь, видишь, или ассоциации какие-то, очень тяжело. Вот тоже по городу едешь, машина на него, которая похожая, мимо проезжает. Ну, просто вспоминаешь, раньше там пофафакаем, там поздороваемся. Тут вроде бы его машина едет, только там не он, и понимаешь, что он больше не поедет. У нас семья осталась без мужиков, мы, получается, двойная потеря, и мы никому не нужны. Ему 50 лет скоро, а он все еще студент. Помните Петю Трофимова из чеховского «Вишневого сада»? Остальные герои посмеивались над тем, что 26-летний Петя никак не может закончить университетский курс. Впрочем, через несколько лет после выхода пьесы молодые люди типа Пети станут в России массовым явлением и по совершенно законной причине. Образовательная реформа 1906 года вводила в большинстве российских университетов так называемую предметную систему вместо курсовой. Обязательные экзамены по определенным предметам в каждом семестре отменялись. Студенты сами выбирали, что и в какой последовательности они будут изучать, и сами назначали даты экзаменов. Такая система действовала вплоть до Октябрьской революции 1917 года, которая вообще упразднила все старые нормы образования. Сегодня снова есть возможность учиться в собственном темпе и даже не покидая собственные комнаты. В 2023 году образовательная платформа «Нетология» совместно с ведущими вузами России объявляет набор в онлайн-бакалавриат. Учиться в нем можно параллельно с работой, хобби, волонтерством и даже другой учебой. Бакалавриат называется «Финансы и анализ данных», а выпускники этой программы становятся экономистами, финансовыми аналитиками, аудиторами и системными аналитиками. Это классическое университетское образование, но без необходимости переезжать и ходить в университет. Лекции можно смотреть в записи, а семинары и экзамены проходят онлайн. Среди преподавателей много практикующих специалистов, поэтому студенты будут оттачивать свои навыки на реальных проектах, которые затем можно будет добавить в портфолио. Разумеется, будут и стажировки. Они проходят как онлайн, так и офлайн. Поступать можно как сразу после школы, так и через несколько лет. Например, если вы уже работаете, но хотите получить диплом о высшем образовании, чтобы продолжить расти в профессии. По окончании учебы вы получите обычный диплом, и нигде не будет указано, что вы учились онлайн. Познакомиться со всеми деталями можно по ссылке в описании или QR-коду прямо на экране. Просто нажмите на кнопку «Получить консультацию», и менеджер с вами свяжется и подробно все расскажет. В общем, переходим по ссылке и получаем классическое высшее образование в современном формате. Вы когда поженились с ним? 2011 год. Сколько вместе получилось? 10 лет в браке и 3 года до брака. 13 лет. Почему развелись? Просто мы такое решение приняли. У нас, хочу сказать, отношения после развода стали намного лучше, чем последние годы нашей совместной жизни. У нас дележки с ребенком никакой не было, имущество я не делила. То есть, я просто ушла, и все, чтобы она не видела вот этого всего, как обычно, да, в семьях при разводе происходит. Она в школу у нас ходила, получается, дом, в котором мы жили все вместе, он рядом со школой. То есть я ее в школу отвожу, она со школы пешком приходит к папе, все, весь день находится у папы, он ее на занятия возит, и потом занятия забираю я. Кушать им привозил, у нас все, очень даже хорошо, где-то гуляли вместе. Поэтому, говорю, после развода у нас намного все лучше стало. Буквально 30 ноября мы развелись, и вот в январе он уже уехал. Он
наверное, где-то числа 12 января он к нам пришел в гости. У нас собака просто большая, во дворе в частном доме мы жили. Надо было решить вопрос, как нам быть собакой, потому что их на учение в Беларусь уже отправили. И 14 января он уехал, ну и все. Больше мы его не видели. То есть 12 января мы видели его последний раз. Стрельцов Артур Асанович. Артур, не уходи за все твои страдания нашего педагогического коллектива. Страшно вам было одной растить ребенка? Я очень много работала, и мне было, по большому счету, вот даже не до этого. Ну, и любовь не отпускала. Ну, такая я однолюб. 8 лет цветущей жизни. Артур кем собирался быть? Он мне сказал: мама, я буду поступать в летную. То есть военное летное. Вот мы приняли решение Краснодар, это летное училище. Вам идея нравилась, что он станет летчиком? Конечно. А с папой Артура вы все равно обсуждали все вопросы его воспитания? Конечно. И он да. принимал участие, материальное в том числе? Ну, душевное принимал? Да. Понятно. Да, конечно. И, естественно, спорт и все остальное. Естественно, отец был, то есть наш дедушка. А дедушка учитель со стажем, со званиями, и очень толерантный, и очень грамотный человек. И очень добрый. Ну вот дедушка очень много привил моему сыну положительного. Мы, значит, получив аттестат зрелости, документы медицинские первого этапа, едем в Краснодар, сдаем. В итоге ребенок в летное училище не поступает по обычной банальной причине. Какому-то внуку надо было поступить, а кому-то нет. Вы наверняка это знаете. Я наверняка это знаю, потому что мне это озвучил человек, который занимал на тот период в этом учебном заведении высокую должность. Он это сказал мне лично, глаза в глаза. Я могу сделать так, что пойдет ваш сын. Но тогда надо вот это. А сколько? 500? На тот период, да. 2015 год. Так, 500 у вас не было, и вы пошли куда? В Краснодаре при аграрном университете есть учебно-военный центр. Это система, которую после войны Сталин ввел. Эти учебно-военные центры, надо было восполнять офицерский состав тогда в те времена. Ну, вот Шойгу, получается, где-то в 10-м, да, по-моему, возобновил вот эти центры. Возможно, это было запланировано. Пополнение офицерского состава. Специализация военные, наземные, транспортные средства. Ну, то есть это танки, БМП, я не знаю, вот, как они, Уралы. Вот, то есть вся военная техника, боевая, естественно. 5 лет – это такое же учебное военное заведение, такой же казарменный принцип обучения. Наш курс был второй, то есть до нас был только предыдущий курс. А если бы ты знала, как все будет, ты бы развелась с ним? Да. Ну, мы так решили. Мне даже он снится, когда говорит, вернись ко мне, там, да, там, может, мы там. Я всегда даже во сне настолько говорю: нет, Паш, мы так решили, мы так и будем жить дальше, как мы решили. Я о разводе не жалею, и если бы я знала, что он пойдет на войну, он бы мне сказал: давай распишемся, я бы не расписалась. Это 100% я знаю. Потому что, во-первых, у меня мысли не было о том, что он там может погибнуть. Я об этом даже не думала. Вообще даже ни на секунду я просто себе эти мысли не допускала. А если бы можно было его не пустить? Ну, наверное, если бы я была замужем, да, я бы, конечно, настояла. Я бы по-своему настаивала, но опять же, у нас Паша такой человек, он бы меня бы не слушал. Он карьерист такой, что он зарабатывал свои звезды и свои звания как и положено. Он прям отдавался в работу всеми руками и ногами. Я еще ему всегда говорила: ты женат не на мне, а на своей работе. Потому что он, в принципе, наверное, и причина нашего развода была, потому что он всего себя отдавал службе воинской. Постоянные командировки, работа. Он работал 2 года без отпуска. То есть, он работал, он конкретно военнослужащий. Поэтому, наверное, я думаю, он бы, если бы я его отговаривала не идти туда, он бы меня не слушал однозначно. Потому что он до мозга костей военный человек. Хорошо Артур учился?
Да, у нас была повышенная стипендия. А там после окончания их распределяют? Перед днем выдачи диплома, когда уже генералы приезжают, поздравляют, что вы там закончили, все, вот это, когда экзамены уже все сданы, ждали Шойгу, он не приехал. За день до получения диплома они подписывают контракты. А за неделю их распределяют каждого куда, в какой округ военный. Нас распределили в Улан-Удэ, в Бурятии. 1 августа я проводила его с Краснодарского аэропорта с парадной формой в чехле. Ну и началась наша служба. Как у него называлась часть? Воинская часть 46-108. Это 5-я танковая бригада. Вы предполагали, что в какой-то момент вашему сыну придется участвовать в реальных военных действиях? Нет, вообще не предполагала. Почему? Возможно, в эти годы, пока я его растила, учила, много-много-много работала, я не доследила, моя вина, конечно же, за политической обстановкой в стране. И в международных отношениях между нашей страной и другими странами. И разве я единственная в нашей стране, которая не доследила вот эту ситуацию? Разве единственная я мать, которая не могла предположить те события, которые произошли у нас в феврале 2022 года? Как вы об этом узнали вообще? Ровно в 5:30 утра я открываю глаза, а на смарт-телевизоре доклад нашего главного командующего. И тут я прозрела. Я подскочила, я больше не могла спать. Смятение. Я не знала, что делать, куда бежать, как помочь. Ну и позвонила нескольким своим одноклассницам. Кто в Москве живет, кто в Питере, кто... Одна из них тоже на Украине, кстати. Я всем позвонила. Я всем сказала: девочки, прозревайте. Та, которая жила и живет до сих пор на Украине, она мне сказала: это миротворческие силы, ты заблуждаешься. И заблокировала меня. Другая сказала: это неправда. Я говорю: включи телевизор. Третья, которая живет в Питере, сказала: ну что делать? Значит, партии виднее. Вот и все. И в результате я вот в этих своих смятениях, своих мыслях, в своем страхе осталась одна. В этот момент у любой мамы возникают два страха. Первый, что его убьют, а второй, что он убьет. И то, и другое довольно страшно. Не могло возникнуть вот этих двух мыслей, потому что, ну, во-первых, со всех голубых экранов, я же потом стала следить, естественно же, они же что говорили? Что хлеб, соль и цветы? И их же на учения отправили полностью экипированными не только какими-то боевыми зарядами, а еще и формой парадной. И полностью все документы и все имущество. Зачем это было сделано? Для каких целей, я не понимаю до сих пор. Понимаете, да? То есть солдаты, они шли там с каким-то своим скарбом, а все офицеры шли с парадной формой. Когда началась война, он как-то позвонил, сообщил? Нет, я ему просто написала: неужели началось? Он говорит: да, мы сами не ожидали, да. Ну и все, и там дальше связь у нас пропала. 2 недели он был без связи. Я давай обзванивать всех своих подруг, знакомых, кто с воинской части, всех его товарищей. Вышла на воинскую часть, и они там организовали внутреннюю связь между постами, которые вот пост на Украине, где они находятся, и войсковая часть. И вот мы с дочкой ездили 2 раза в неделю, где-то примерно разговаривали с папой. Ну вот так, по внутренней, получается, с телефона с трубками, которые вот ездили, так разговаривали поначалу. Когда вы разговаривали, о чем вы говорили? Жив, здоров, не голодный, не холодный. Где спишь, как спишь. А нам-то что? Нам главное, что он живой и здоровый.
основное. Ну и дочь там с папой по полчаса, потом я с ним по полчаса. Ну о делах как дома, как быт, как собака, как кот, как родители. Все, у родителей такой возможности не было часто ездить, звонить. Ну и я, конечно, родителям на связи тоже всю информацию передавала, как Паша. Я сохранила его несколько строк. Он написал отцу: «Папа, здравствуй, я жив. Передай всем привет. Когда вернусь, не знаю. Передай бабушке горячий привет. Если честно, очень устал от всего этого. Очень хочу вернуться домой. Окопы меняют людей. Надеюсь, у тебя все хорошо». Ну и как всегда, сюда не пиши. Это там нельзя же было. Использовали другие сим-карты там. Всегда боялась этого звонка, что мне кто-нибудь позвонит и скажет, не дай бог с ним что-то случилось. Я вообще, потому что такой человек, что если мне там что-то скажут, то я начинаю сверху накручивать, и потом места себе не нахожу. Поэтому я себя лишней информацией не нагружала. А новости читала? Я читала новости поначалу, а потом все нет, потому что для меня это очень тяжело было. Не читала, не смотрела, созванивались, переписывались. И вот 22 августа я ему скидывала фотографии дочери. Ну, все прикольно. А у нее 30 августа, получается, юбилей. Ну, вот он спрашивал у меня, какой подарок, какую акулу она там хочет. Вот это было последнее сообщение. Я ему сказала, посмотрю, ну, найду фотографию, скину. Ну и все, посмотрю. А на следующий день мы пошли, 23 августа, мы пошли дочь за канцелярией в школу собирать ее. Я ему звонила, не дозвонилась уже, а вечером, сидя на работе, вот, мне позвонили и сообщили, что Павел погиб. И все, после этого наша жизнь перевернулась, остановилась. А мама с дочерью у меня гуляли. Я подруге пишу, говорю, Ира, у тебя есть вторые ключи, я не могу просто сейчас приехать. Они там по домам стоят, я не могу приехать. Ты маме на ушко шепни, а дочери не говори. Потому что для меня это вообще... В смысле, она ждала к дню рождения, что папа приедет. Для нее вообще было, папа приедет, купит мне подарки, все, папочка, мой папочка приедет. И как ей вот сообщить, что его не стало. Не могла домой зайти и смотреть ребенку в глаза. Ну, зная, что уже папы нету, как я вообще... Сидели, потом товарищ приехал, Паша, мы с ним поговорили, вроде бы как тела же нет, но и обнадежили себя, что нет тела. А что значит нет тела? Ну, не забрали с поля боя, не получилось забрать. Там потому что бои были. Там это где? В том месте, где он погиб. А ты знаешь это место? А ты пыталась узнать? Никто не говорит. Говорят район примерно какой, а где конкретное место нет. И вообще, и как, в принципе, обстоятельства, но это же все секретная информация. Секретная? Ну, вообще секретная, конечно. Ну и потом, что мы приехали домой, вроде бы как обнадежили, тела нет, мы надеемся, что, может, все-таки, может, живой, мало ли. Ну, всякое может быть, мы же все верим в чудо. Телефон молчит. Туда пишу, связи нет. Где они, я не понимаю. Я схожу с ума. Просто тихо, в одиночестве. Геленджик гуляет. Он, в принципе, и зимой, и летом гуляет. Никто ничего... Ну, что-то там где-то... Ну, кто-то там что-то сказал. Ну, кто-то. Главнокомандующий. Ну, сказал. Это ж нас не касается. В одиночку. То есть я из дома не выхожу, кроме как в магазин, и сверлю глазами этот телевизор, вот этот телеграм, ничего не понимаю, связи нет. А у Артура девушка, хорошая очень девочка, мы до сих пор как бы общаемся с ней, Ника. Ко мне прибегает и говорит, тетя Оля, смотрите, что он мне написал. Пока наушников нету, то я обычно вставлю. Ладно, решимся так, запишем. Короче, это... Мам, все будет хорошо, я тебя люблю. Не волнуйся, все будет хорошо. Давай. Пожалуйста, не волнуйся. Как-то так. Я же не знаю, что сказать. Удали потом это.
Видите, какая борода. Я когда увидела вот эту бороду, эти усы, Это какого числа вы получаете? 17 марта 22 года. Это то, что Ника мне принесла. Это первая весточка после, получается, 27 декабря 21 года. Я бегала в военкомат ничего не знает. Дали номера телефонов горячей линии Министерства обороны и сказали, звоните туда каждый день, интересуйтесь. Я ей звонила каждый день, но информацию там никакую не давали. На меня выходят жены, сестры, солдат из нашей роты, именно с Лонды. Они мне рассказали, что они под Чернобылем целый месяц, в воде, зима, вырытые землянки. Они спят в воде. У них нет ни еды, ни воды. Ну как их на 3 дня отправили? У них нет ничего. Их поставили охранять эту Чернобыльскую зону. И пришел день, когда произошел договор о зерновой сделке. И нашу армию развернули. И в этот день укропы били целые сутки градами в спины нашим ребятам. А до этого они были все живы. Вся рота погибла. Наша. Остались 5 раненых ребят, в том числе мой сын. 27 марта он поступил в обычную городскую больницу города Мозырь. Всех раненых туда. Это Беларусь. Беларусь, да. А вот вы сказали, что укропы били. Вы испытываете ненависть к Украине или к украинцам? Ни в коем случае. Почему вы сказали укропы? Их так называют. Кто? В телеграм-чатах. Ну, вот это просто как прочитала, вот оно зацепилось, это слово. Не от того, что я его осознанно это, как бы их оскорбляю таким образом. Телеграм-каналы у нас стали своего рода средством массовой информации. В противоположных телеграм-каналах и чатах про русских говорят, сами знаете как. Да, конечно, рашисты говорят. А почему я должна бояться этого слова? Об этом... Это все как бы такие слова ненависти. Это слова не ненависти, это слова пропаганды, направления пропаганды. Раз уж вы употребили, значит уж и вы попались. Я не попалась. Я осознанно это слово называю, чтобы быстрее как бы сказать. Я не попалась на крючок пропаганды ни в коем случае. Слово это я использовала, неосознанно, скажем так, что оно сидит у меня в мозгах. И дочке я не говорила дней 5, наверное, дней 4. Пыталась подойти, сказать. Подойду, сяду. Слезы на глаза, не могу, уйду. Не понимаю, как вообще мир ее разрушить детский. Потом, наверное, спустя 5-4 дня, не помню, 23-го мы узнали, наверное, числа 26-го, 27-го я ей об этом сообщила. Что ты сказала? Это, наверное, был самый страшный разговор в моей жизни с ребенком. Я зашла в ее комнату. Она там веселая сидела, поделки делала. Села, сажусь, дочь, иди, говорю, ко мне. Мне надо с тобой поговорить. Я сама реву, она, мамочка, что случилось, что-то с тобой? Я говорю, да нет, со мной все хорошо. Что-то со мной? Мам, мы вылечимся. Если там что-то есть. Сразу у нее такие мысли, что, может, что-то заболел. Я говорю, дочь, у нас произошло очень, очень страшное. Она, что такое? Я говорю, пообещай мне, что ты сейчас никуда не убежишь, меня не бросишь, ты мне сейчас нужна, я тебе сейчас нужна. Мама у меня в соседней комнате. Я не смогла сказать, что он погиб, я просто сказала, доча, твой папа герой. Все, она заорала, такой дикий крик был, не знаю, мне кажется, весь дом просто слышал. Побежала к двери, бросилась. Я говорю, ты куда? Ты же пообещала, что ты меня не бросишь. Она легла на этот коврик перед дверью, как собачонка. Билась в истерике. Я говорю, ты куда побежала? Ты же сказала, ты меня не бросишь. Мама говорит, да я не знаю, что мне делать. А я до этого забрала у нее телефон, чтобы информация, с третьих источников до нее никак не дошла. Отдаю ей телефон, и первым делом она его включает и переименовывает, папу как мой герой. Плачет, ревет, захлебывается слезами, переименовывает его мой герой. Тут мама, конечно, все мы на этот коврик все втроем легли, наверное, я не знаю, сколько мы там пролежали. Есть разница в том, что если бы он погиб, защищая вас, или если он погиб, нападая? Вот для тебя есть разница?
Ну, наверное, и есть. Я не задумывалась об этом. Но это вообще совсем разные вещи. Или нас защищая, или нападая. Я очень верю, что он все-таки не нападал ни на кого, и ни в боевых действиях нигде не участвовал, насколько я знаю. И я очень на это надеюсь. Это важная штука. Ну, наверное, вообще всем людям, конечно, это важно для восприятия. Но говорю, опять же, я даже не задумывалась на эту тему. Я вообще все мысли о войне от себя откидываю. Потому что ты сказала, твой папа герой. А дальше, когда она вырастает, она должна узнать, в чем героизм. В чем? Я и так сказала, потому что я не смогла сказать слово «погиб». У меня просто не повернулся язык ей сказать о том, что он погиб. Я ей как можно мягче просто об этом сказала. И все, что я вообще... Это настолько оно текло само, сами слова. Я не могла просто сказать, что он погиб. Не повернулся у меня язык. И она у меня не знала, что он был на Украине. Мы говорили, что он в Беларуси все время. Это значит, что она знает, что в Украине идет война? Ну, а кто не знает? У нас в школе все равно, вот была тоже урок первый о самом важном. Была минута памяти, папе посвящали ее. Хотя я просила учителя, конечно, не затрагивать эту тему. Но почему-то вот они затронули, и минута молчания была для ее папы. Я думаю, а кто об этом сейчас не говорит? Вообще я такой миролюбивый очень человек. Ни с ненавистью, ни с чем я не живу. И вот об этом, опять же говорю, я не думала. Потому что я не думала о том, что вообще такого может произойти. А когда это произошло, тут уже вообще не до этого было. Не об этих мыслях абсолютно. Все каналы, все, что по телевизору, новости, все, что связано с войной, я всегда все перелистываю. Я не останавливаюсь вообще на этом. То есть даже гибель таких близких людей не заставила тебя попытаться в этом разобраться? Я разбираюсь сейчас, как мне жить дальше. Оль, вам, как гражданке России, нужна какая-то часть Украины или целиком Украины? Или что-то вообще из этого? Мне, как гражданке России, ни Украина, ни Беларусь, ни какая-либо другая чужая территория не интересна в принципе вообще, как и нашим детям однозначно. А в тот момент, когда их именно отправляли на учения, и не ставя их в известность, какой целью организованы эти учения между Россией и Белоруссией, он сделать ничего не мог. Они ехали на учения. Вот есть приказ. Но здесь написано, что обеспечить едой и водой на 3 дня. Вот. С этой водой и едой на 3 дня они там были. До 20... Мой сын, по крайней мере, до 24 марта. А потом? А потом тяжелое ранение. Он оказался в Мозыре в госпитале. Да. Медсестра, которая моего сына в Мозыре за первый день выходила, мы с ней до сих пор общаемся. Она теперь его вторая мама. У него было 2 прострела. Плечо правое и в районе левого легкого. Поломаны 6 ребер, 2 из них со смещением. Множественные осколочные. И одним этим выстрелом травмирована очень сильно легкая левая. Он не ходил, он лежачий был. В позвоночнике у него остались много-много-много очень мелких осколков, которые в Мозыре вынуть не смогли. А потом его из Мозыря 31 марта ночью бортом переправили в ВМА, в Питер. И там профессора сказали, что там между поясничным 4 и 7 позвонками одни сплошные осколки. Почему он лежал? Не работал мочеиспускательный тракт. И если бы не Елена, то, может быть, у нее организм произошел, естественное отравление. Елена произвела вот такие вот манипуляции медицинские. Он потихонечку стал даже кушать.
и пить воду. Она его из ложечки кормила, там, пипеткой воду ему давала. Да. Ну, как она мне рассказывала, их же вообще привозили оттуда раздетыми, практически некоторых и вообще голыми, в мешках, в спальных или в тех вот черных, потому что пацанам не во что было переодеться. Медики их принимали, они их не могли разбудить. Они их не могли напоить, что они худющие. А им надо еще в этот момент делать операцию, потому что они при этом еще раненые. А их надо разбудить, а они не просыпаются. Потому что у них хронический недосып, хроническое обезвоживание и недоедание. Первого апреля он поступил в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. И там уже мы нашли знакомых в Питере, потому что у него ничего не было у сына. Вот. Ну, ни телефона, ничего, ни документов, ничего. Вот. Как только мы узнали с Никой, что его отправляют в Питер, Лена позвонила, Ника сказала: Оля, все, я полетела, куда-то полетела. В Питер. Ну, вот месяц Ника находилась в Питере, а я в течение вот этого месяца восстанавливала документы. Очень сложно было восстановить сим-карту, потому что на сим-карту завязаны все госуслуги, личный кабинет военнослужащего, там, вот эти все моменты, которые без этой сим-карты просто не войдешь, не проверишь ничего никак. И сначала Ника его катала на коляске, потом, благодаря врачу, он заставил его не ездить на коляске, а прям заставил использовать костыли, потому что в любом случае надо ходить. И он на костылях именно ходил, ну, как, он включал видео, мама, смотри, я начинаю, ну, больно было ему. Очень это, конечно, было все тяжело. Жила как это, на автомате, как зомби. Отработала один день, с мамой спим, с утра звонок через неделю. Дочь хорошо не было. Мама пошла на кухню разговаривать, я слышу ахи-вздохи. Я поднимаюсь, выхожу на кухню. Я говорю: что, папа? Она говорит: да, папа. То, что папа тоже погиб, там убили. Я об этом узнала спустя 5 дней, потом, как выяснилось, мы спрашивали, когда, какого числа это произошло. Это произошло 23 августа, также в тот же день, когда и погиб Паша. В том же месте? Нет. Они вообще в разных местах были. А папа, получается, пошел добровольцем. Почему пошел добровольцем? Вообще, я узнала об этом в последний момент. Мы накануне, перед тем, как он туда уехал, мы вообще с ним поругались. Я говорю: ты куда собрался? Ты думаешь вообще своей мозгой, куда ты собрался? Тебе 55 лет. Сиди дома. У тебя внучка, у тебя дочка, у тебя здесь все. Зачем ты туда едешь? Я тебе что, пацан? Хочу и еду. Все. Мы с ним переругались. Потом он написал последнее его сообщение, было голосовое, отправил, что все, у меня все хорошо. Не обижайся на меня. Буду искать Паху. С Пашей они вообще прям в очень хороших отношениях были. Буду искать Паху. Нашел. Какие-то мотивы, кроме того, чтобы искать, у него были? Нет. Я вообще не знаю, что. Мы узнали от соседей. Что он собирается идти добровольцем? Да, маме позвонила соседка и говорит: ты в курсе, Женька собрался на войну? Куда? Какую войну? Единственное, были предпосылки, что мне он звонил, уточнял адрес, где я сейчас живу. Зачем, думаю? В гости вроде ты не собираешься приезжать, мы приезжаем с внучкой в гости. А потом уже твои папа с мамой не жили вместе? Нет, они в разводе. 30 лет прожили, потом развелись. Мы-то с папой всегда на связи, внучка для него это вообще... Я не знаю, я такой любви никогда не видела. А вообще от папы, он прям для него Вероника была вообще всем. Просто он жил ради нее. Я говорю: дочь, да ты самая счастливая. У тебя полная семья, у тебя 2 дедушки, у тебя 2 бабушки, у тебя мама с папой, ты самая счастливая. И в один день получается, что у ребенка половины семьи не стало. Для нас это тоже было шоком. Мы вообще не поняли, почему, зачем он так сделал.
Жил себе, как Может, он говорится, деньги не хотел тужил, заработать? не жаловался на финансовые. Все хватало. И внучке подарки дарил. Как бы, не жаловался. Не было такого. Что вот, надо идти на войну, заработать деньги. Когда соседка позвонила, и думала, может, у него какой-то там просто порыв был кратковременный. И он потом одумается, не пойдет. Видите, пошел. В итоге я прям до последнего надеялась. И у него оба брата сейчас там. Нет. Один брат в Ростове живет, он не Просто был там. живет. Да, а другой брат с ним был. Они контракт на 3 месяца подписывали. Брат уже вернулся. В ноябре он уже вернулся, он уже здесь. Это он рассказал о том, что папа погиб. Они пошли вместе, но они были в разных подразделениях. Брат у него как бы помоложе. Он и чеченскую войну прошел. А папа-то у меня простой, обычный рабочий человек. Не знаю, что его туда понесло. Все оставил, хозяйство, все, и поехал. То есть, получается, вот в один день, 23 августа, у вас не стало обоих мужчин в семье. Твоего отца и отца твоей дочери. Да. Кроме горя, какие ты еще чувства испытываешь? Скучаю очень сильно, не хватает. Опять же, очень тяжело от того, что мы ни одно тело земле не предали до сих пор. То есть ни отца дочери тел нет? Нет, мы никого не хоронили. Доходит до того, что мне Паша снится очень часто, наверное, раз в неделю. Стандартно на протяжении уже 7 месяцев. Папа редко снится, наверное, раза 4 мне снился. Такие сны с ним какие-то не очень были. А вот Паша снится, он, все хорошо, по-доброму. И я постоянно во сне, ой, ты вернулся, ты живой, самое главное. Неважно, что было до, что будет после. Самое главное, ты с нами. До такого доходит, что, конечно, я бы в такой уже сложившейся ситуации очень хочется прийти на могилу. Мы ходили, конечно, на кладбище с мамой, мы смотрели папе место. Когда иду по кладбищу, просто представляю, что будет тут стоять памятник Паше или папы. А с другой стороны, если так случилось, то очень хочется прийти, нарыдаться, наговориться с ними, высказать, потому что когда они земле не преданы, я даже не могу не прийти, не поговорить. В итоге пишу письма просто. Я уже не знаю, как идиот сажусь, пишу письма, а потом их сжигаю, в небо отправляю. А как с ними поговорить по-другому? Когда уже научился ходить, уже все его выписали, потом его из ВМА отправили на реабилитацию под Питер, там ведомственные санатории Министерства обороны находятся. Там он еще был 14 дней. После санатория, естественно, ему предписание прибыть часть, уже на службу, все. Да, конечно, все. Ходить научился. Раны от операции зажили. 14 дней полежал на койке под Санкт-Петербургом в ведомственном санатории. Грязями помазался, Иголки тебе поставили. Все. Ты офицер, ты военнослужащий, будь любезен, приказ на службу. И там уже... все, собирайся, сейчас 1-2 недели, и туда опять. Как только он мне это сказал, во мне проснулась Мегера. Что значит туда? У тебя ребра как минимум не зажили. Ты ходишь еще, да, пускай без палочки уже. Это что это такое? Как дышать не можешь. Ноги по колено обморожены. Плюс сильнейшее радиационное облучение. Этому есть документы. У тебя в ВВК Питера написано «тяжелые увечья». Написано «тяжелые увечья». Я письма писала в Министерство обороны, мне пришли ответы, что нет, военнослужащий должен проходить ВВК, по постановке этой категории, это А, Б, В, Г, Д, там по приказу Минобороны, только по месту службы. Что ты против? Ты же не пойдешь против всех этих приказов. А уволиться из армии? А надо пройти ВВК. А по собственному желанию? Пожалуйста.
увольняйся. А что это такое? А это штампики, которые ставили в тот период людям, солдатам и офицерам в военные билеты. Ну и ладно. Пожалуйста, желтый билет. Это Россия. Это Россия. Ну, погодите, смотрите. Когда он оказывается на учениях, и в ходе этих учений оказывается в Украине и оказывается замешан в войну, это одна история, то есть это без его ведома, да? Здесь он уже там был. Устали глаза. Что он сам говорил про это? Но если сказать по-русски, понимаете, что? Ну, русскими языками. Словами, я извиняюсь, господи, конкретно русскими словами. А если литературным текстом, это кошмар, это ужас, это тоже смятение, почему и зачем, и для кого, и для чего. И кому это нужно. Непонимание. Непонимание. Хорошо, вот если он получает военный билет, штамп о том, что он склонен к предательству, лжи и обману, отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР и Украины. Вот он получает этот штамп. Например, да. Например. И? Это был способ запугивания. Это был способ запугивания. Так при этом не увольняли же еще. Офицер, который не закончил свой контракт, должен был вернуть деньги за обучение. А контракт докуда у него? 3 года. С 20-го, вот в августе 23-го он должен закончиться. Ну, так как в рамках продления этой всей ситуации у них, у всех ее солдат и офицеров, даже срочников и несрочников, и мобилизованных, контракты бессрочные. Автоматически продлевается срок. И он становится бессрочным. Как вы увиделись, помните? После того, как он прошел все реабилитации, приказ вернуться в часть, и с мая месяца мы стали бороться за отпуск, чтобы ему дали отпуск. Он 1,5 года на тот момент нас не видел. Ни меня, ни бабушку, ни отца, никого. Вообще. Нет. Какой тебе отпуск? Он тебе, с какого? У нас там не хватает. Что значит, какой отпуск? Нет, конечно. Единственный вариант был отпуск добиться. Это взять больничный и за собственный счет летать туда. Я писала требования в часть отпустить моего сына в отпуск. Администрация города нашего Геленджика, я даже обращалась к ним, помогите, помогите. На меня обратили внимание, откликнулись. И начальник, заместитель главы нашего города стал обращаться в Министерство обороны с просьбой отправить нашего гражданина России и уроженца города Геленджика Краснодарского края, отправить к родителям и на повторную реабилитацию. Нет. Министерство обороны ему ответило. С целью обеспечения безопасности военнослужащего мы не позволяем ему посетить родной город. Ну, чтобы он не убежал, что ли? Я не знаю, какую цель преследуют высшие эшелоны Министерства обороны, с какой целью. А куда ты убежишь? Из родного дома туда? А военных туда не выпускают. Загранпаспорт офицерам никто не выдает. Да, просто кукурузное поле. Какое кукурузное поле? Просто куда-нибудь. У нас в Геленджике нет кукурузных полей. Жизнь отшельника, это, конечно, нет. Это неэффективно, нецелесообразно и не принесет никакого результата ни в коем случае. Мы говорили об реабилитации и об нормальном, обычном отпуске, который был положен. Но там не давали им, не только ему, не только ему, вообще никому не давали отпуска. Стояла задача пополнения естественной убыли на территории СВО. Давайте так, по-честному. Артур хотел вернуться на фронт? Нет. Однозначно нет. А они его спрашивали, хочет он или не хочет? А там не спрашивают, там издают приказ, потому что у нас в армии приказ сначала исполняют, а потом его обсуждают. Мы не желали туда возвращаться. Мы не за эту войну. Мы не за убийство людей.
Неважно, какой они национальности. А что вам говорят, где тела? Потерялись. Насчет Пашиного вообще не знаю. У них там, когда и бой этот шел, была их бригада, потом их бригада ушла в другое место, и все, теперь никто не знает, где оно, как оно и когда его заберут. Была информация, что была зачистка территории, тела отправили в ноябре в Ростов. Ну, уже, что у нас, апрель? Вот все письма, что тел ищем, тел нету, ищем, тел нету. Министерство обороны, военный комиссариат, все ищут. Паша у нас кадровый военный офицер. Там вроде бы как воинская часть в большей степени занимается, прокуратура, воинская часть. А папа у меня доброволец, он вообще никому не нужен остался после смерти. Я обращалась к его командиру Ефремову. Он говорил, что моя война не закончится. Ну и когда все домой вернулись, контракт закончился, я ему пишу, он меня игнорирует. Я ему пишу, говорю, что ваша уже, наверное, спустя 2 месяца. Что, говорю, ваша война закончилась, получается? То есть вы мне помогать не будете с поиском? Вы зачем, типа, мне так пишете дерзко? Мне ж никто, никакие ни контакты, ничего не дает. Мне так сказали, все засекречено. Ну вы же знаете, вы как командир, вы же знаете, кто там был. Вы как-то цепочку проведите свою, чтобы найти, где его тело. Я знаю только то, что он обгорел. Твой отец? Да, что он обгорел, да. Ну и вроде бы как их было 4 человека. Не мое ДНК, ничего не брали. То есть информация, у меня есть приказ, мне спустя 2 месяца, и то после письма президенту дали приказ о том, что отец погиб. Я изначально ходила в военкомат, а в военкомате смеялись, да он живой. Я говорю, да как такое может быть? Ну, я уже давай писать президенту, что ну такая-то ситуация. Президенту Путину? Да, в администрацию президента, получается. Потом мне пришло письмо. Письмо направили, я так, насколько помню, по-моему, в военный комиссариат вот наш краевой, и меня в копию поставили. Что выдать, да, приказ, спустя 2 месяца только, выдать приказ о том, что он действительно погиб. И его, соответственно, в этом приказе написано, что погиб такого-то числа, исключить его из списков части. То есть он погиб, тела нет, но из списков части его уже исключили. Как без тела, не хоронили, нет, он, по идее, должен как бы без вести пропавшим, да, считаться. А его уже все исключили. Потом я пошла в следственный. Идите, сдавайте ДНК и отправляйте нам в Ростов. Ну, мы пошли с ней самостоятельно там, по больницам, ДНК, волосы себе там расческой, чем только не выдирали, чтобы по максимуму было материала и кровь, и волосы, что еще. А еще палочка. Вот. Все отправили сами, самостоятельно, никто у меня не просил отправить ДНК. Но так как тела у них сильно обгоревшие были, получается. По ДНК, как мне сказали, что очень сложно определить, и вероятность того, что мы вот, допустим, вот лежат, вот привезли нам вот эти тела, но привезли почему-то 3 тела. Их было 4, привезли 3 тела. 4-го тела нету. 4-е папино тело, морг, я так поняла, не дошло. Где оно, понятия не имею. Как мне с военкомата сказали, у нас вообще такая ситуация, что у нас в списках по вот таким вот Апановича, Кочергина, весь Приморский край. Это то есть оба моих, которых, да, мы ищем и найти не можем. Перелет из Улан-Удэ в Геленджик, с пересадкой, естественно, там, или через Москву, или через Новосибирск, от 25, курортный сезон, до 40. Ну, а что делать нам? Берет больничный, берет билет и летит. Летит домой, и я его жду. Я хочу найти эту фотографию. Вот он. 15 июня. 15 июня он прилетает, заходит, я открываю дверь, он звонит, мама, открывает дверь, я открываю. Передо мной стоит, вы не представляете, замученный, обросший молодой человек
В одежде бомжа. Вот эти треники обвисшие, какая-то непонятная, откуда, с какого плеча снята эта футболка, и какие-то драные шлепки. Ну, он же летел... Хоть там-то у них другая погода в Бурятии, а у нас-то в июне, простите, лето, жара. Я говорю, что это? Как что? Мам, что ты хочешь? Все ж там. Мы сразу побежали с ним в торговый центр в Геленджик и хоть что-то приличное купить. В чем можно было ходить. Ну вот 15 июня мы увиделись, и рассказывал, что он рассказывал, что это страшно, что одним кратким предложением объяснить-то невозможно. Как он спал? Он не спал практически, да. Когда он прилетел в отпуск, первые 2 недели начинает дремать, потом раз опять кричал, плакал. Его солдат, 20-летний парень, водитель БМП, сгорел заживо. Он до сих пор по этому поводу просто плачет. Что-либо изменить с психикой невозможно, потому что 20-летние парни прошли вот этот страх, это страшное, это братоубийственное событие. Эти. Они видели кровь, они видели смерть своих солдат. Они 200-х своих пацанов на автоматах выносили под бомбежками. Значит, на автоматах. А потому что не было носилок. 23 февраля у нас было полгода. А губернаторская материальная вот эта помощь выплачивается до 6 месяцев. Не обязательно свидетельство о смерти, достаточно только документа с воинской части о том, что он погиб. 2 дня осталось, но в принципе успеваем. Хотя никто об этом не сказал, абсолютно никто. Не предупредил, что вот, Юль, сходи там, узнай, вам положена же выплата. Я пошла в МФЦ, написала заявление, предоставила все документы, что у него свидетельство о смерти его родителей, свидетельство о разводе с мамой, и, соответственно, свои документы. Все в МФЦ у меня приняли, и на следующий день, уже в 9 утра, она мне звонит: Юлия Евгеньевна, это вам соцзащиты звонят. Вот вы вчера написали заявление, вам отказ. Я говорю, почему? Потому что вы совершеннолетняя. Я говорю, а кому тогда деньги положены? За отца. Отец у меня погиб, говорю, за спасибо, получается. Кому положен? Значит, никому. Я говорю, а вы сходили, хотя бы узнали у начальника, может, в свое время, 9 утра, вы только глаза открыли, вы увидели, что я не подхожу, а как-то просто попытаться разобраться, что ситуация неординарная. Я не думаю, что каждый день к вам обращаются с такой ситуацией, и вы знаете ответ. И вообще, почему вы без свидетельства о смерти подали заявление? Я говорю, вы компетентны вообще в своей профессии, в своей работе? Вы ознакомливались с постановлением? Но вам все равно отказ. А это было после выступления Владимира Владимировича, когда он сказал, что на семьи погибших на СВО должен вообще, в принципе, соцзащита должна курировать каждую семью. Так соцзащита прокурировала меня в этом вопросе. С Павлом там тоже по выплате не получилось. Там документ о гибели какой-то неправильный. Не приняли, в общем, у нас тоже документ. Выплат у нас ни по кому еще не было. Ни рубля. Сколько, ты думаешь, тебе положено денег? Вообще, насколько я знаю, за добровольца получается президентская выплата 5 миллионов и губернаторская 1 миллион. За Пашу там точно я тоже в цифрах не знаю. Но опять же, там не мне выплата ребенку и его родителям положена. На 3 она должна делиться. В сумме в точной не знаю. Где-то, наверное, в пределах 10 миллионов, я так думаю. У них еще страховка у военнослужащих. Что вы будете с этими деньгами делать, если вы их получите? Квартиру хочу ребенку купить в Владивостоке. Я хочу ей купить квартиру и сдавать ее на ее счет, чтобы капала денежка. И по совершеннолетию достижения она смогла себе автомобиль может купить. Может, она за границу хочет поехать учиться. Может, она захочет какой-то бизнес свой открыть. Чтобы у нее
Уже, как говорится, старт в будущее был. Стоило одно другого? Нет. Нет. Если бы мне сейчас сказали, что мои мужчины живы, да не надо ничего, вы о чем? Мне эти деньги, мы о них только начали думать уже, когда более-менее в себя пришли. И то, когда уже все говорят, почему вы не идете, почему вы не пишете, почему вы это не делаете. Я нахожусь в группе, да, в комитете. Это со стороны говорят. А люди, которые столкнулись с этими, а что бы они выбрали? Жизнь своих близких или деньги? Да нахрен не нужны эти деньги вообще. Вот эти никакие. Я жила с Пашей, мы были в разводе, у нас все было хорошо, у меня были алименты, я даже ушла от него, не делив имущество. Потому что мне вот эти, деньги, они не в приоритете. Я сама работаю достаточно, я сама знаю и на себя надеюсь. Но раз уж так получилось, мужчины наши отдали свои жизни, и оставлять эти деньги где-то у государства положено, значит, мы будем их добиваться. Тоже все жены говорят, вот, вы тут сидите на миллионах, в группе, да, мы там общаемся. Каждой семье идут вот эти негативные отзывы. А мы там в группе плачем, у нас горе. Во-первых, в моем горе на самом деле откликнулось мне очень мало людей. Поддержки было очень мало. И многие удивляются, а вы что, не похоронили еще? Я говорю, а вы что, друзья, на похороны бы не пришли? Вы такие друзья? Вы даже не знаете, что Пашу мы еще земле не предали? Про то, что мы с Пашей развелись, не знал никто. Мы это сделали тихо, вообще никто не знал. Нам оно зачем? Мы живем своей жизнью, живем, у нас все хорошо. И тоже, когда узнавали, конечно, ходила грязи столько, на самом деле. Слухи по поселку. Поселок тоже маленький, не такой уж большой. Ходили слухи, вот, сейчас ее будут хоронить, она будет строить из себя безутешную вдову, будет там убиваться на его могиле. Я такая думаю, хорошо, вдову буду строить из себя, плохо. Буду спокойно стоять, тоже плохо. Не убиваешься из-за его смерти. У нас народ такой просто. Им лишь бы пообсуждать, а не дай бог. Им столкнуться и вообще с тем пережить то, что пережила я, двойную еще и заниматься поиском, никого не похоронить, выбивать положенные деньги, а мне тоже ребенка надо воспитывать и расти. Да? Поддержки от папы у нас уже никакой не будет. Я, получается, одна. А еще и с домом с одним, и со вторым, который отапливать зимой надо обязательно, потому что дом не бросишь, дом развалится. Это не квартира, это дом. А отопление у нас, извините, в одном доме 15 тысяч, в другом доме 15 тысяч. И все это свалилось на мои плечи. Свекровь помогает с Пашиным домом, мы с ней напополам. Но у нее тоже родители у него на пенсии. А мне как-то тоже выруливать надо, если уж так случилось. Получается, уже идем за тем, чтобы получать выплаты. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть, и как прежде в глаза. И вот к вам приезжает сын, Посмотрим друг другу. который видел, в общем, более-менее ад. Ад. А в это время в Геленджике лето. В это время в Геленджике нет. Курорт. Отпускной сезон. Как это все сочетается? Это никак не сочетается. Это не сочетается даже с моими приятелями и приятельницами, с которыми в Геленджике именно знакомы 30 лет. И когда наши дети были маленькие, мы, естественно, дружили и так далее. Нас народ живет от даты до даты, от числа до числа. Сказали купаться в море, гулять и ни на что не обращать внимания, значит, это правильно. Сказали собираться в поход, значит, будем собираться в поход. Но только не мы, а вот кто-нибудь другой. Сочетаний здесь нет никаких и не может быть вообще. Особенно жители тех регионов, которых это не касается до сих пор даже. И до сих пор даже. Есть такие регионы в России? Есть. Максимально это Питер, Москва. С москвичами вообще невозможно было говорить. Они приезжают, естественно, в курорт. Богатые, соответственно, размещаются в дорогих отелях. Но обычно, в основном, по большому счету, по квартирам. Почему-то москвичи очень любят сэкономить на расходах и снимают эконом-класс, скажем так, квартиры. Нет, все хорошо.
У нас режим у нас верный, правильный, направление Генштаба безукоризненное. Да, я об этом говорила с людьми. Я об этом с людьми говорила. Я спрашивала их мнение. Почему? Почему? Кто-то вообще не желал на эту тему говорить, потому что политики мы не касаемся. Мы обычные граждане России. А что принято высоким руководством, значит, так нужно. Кому нужно? Мы не знаем. Если вам интересно, откройте средства массовой информации, там все сказано. А еще лучше Первый канал и Второй. И НТВ. И там все нам объясняют. Если там нужно, значит, это правильно. Все. А вот одним предложением можно было сформулировать. Как только пришло 21 сентября, где-то до декабря пошло прозрение людей. Да что, неужели правда? Они стали мне звонить даже? Я не поняла, что значит правда? Я говорю, а до этого что было? Простите меня, с 24 февраля что было? Вот весь целый год, что было? Сейчас люди по-другому реагируют? Сейчас начинают сопереживать, да. Сейчас начинают сплачиваться. Сейчас начинают понимать, что война – это кровь, что война – это грязь, что война – это преступление в отношении того или иного народа. Почему люди не протестуют? Я сама до сих пор в замешательстве. Я задавала эти вопросы. Они говорят, а почему ты не выходишь? Я говорю, не пойму, я говорю, почему идет ответ в форме вопроса? Просто почему все вяжут в носки, а никто не пытается это просто остановить? Я не могу ответить на... Почему все вяжут носки? Потому что пропаганда работает именно таким образом, именно начиная с 24 февраля. До 24 февраля же людям в голову не вкладывали, что мы тыл, что мы должны там что-то кому-то помогать, что-то организовывать, что-то вязать. Никто же народ не организовывал на вязание носков, на шитье термобелья, балаклав и всего прочего, перчаток и так далее, и собирание медикаментов для раненых бойцов. Эта тема вообще не поднималась. Разве кто-нибудь говорил, что наши деды могли, а мы можем повторить? Ну, кто-нибудь говорил? А начиная где-то с марта на машины зетки наклеили. Можем повторить. Деды смогли и так далее. Это же шла какая-то... Откуда эта пропаганда пошла? Кто-то вот эти наклейки придумал. Их стали раздавать. Кто это стал раздавать? Я так полагаю, это было все продумано в определенных верхах. Любая пропаганда кем-то формулируется, создается. Просто любому гражданину, который там год назад жил обычной своей гражданской жизнью и никогда не думал, что будут какие-то волнения международного характера, и ежегодно только 9 мая ходил с фотографиями своего деда, бабушки в патриотическом полку после проведения парада в каждом населенном пункте. Все, этим же все и заканчивалось для любого простого гражданина. Придумали эти наклейки, раздали народу, прокатили по стране волну определенной пропаганды. У матерей многих регионов отобрали мужей, детей, братьев, отцов и сформировали у таких людей нежелание протестовать, а нажали на другую кнопочку. Надо срочно помогать. Надо срочно помогать. Если до 21 сентября простой обыватель
без каких-либо политических наклонностей. Они ничего не хотели, они жили обычной жизнью. Они сажали помидоры, огурцы, копали картошку, выращивали детей, внуков, ходили на работу. То после 21 сентября нажали на кнопочку «Помогать». Это тоже психологический момент. Воинская часть побоялась переплаты, как мне сказали. То есть, получается, Паш погиб, и тут же его тоже исключили. А у нас, он алименты, получается, платил дочке. Ну и, получается, все денежное довольствие нам перекрыли. Ну, конечно же, мы в прокуратуру начали обращаться. Это и то уже спустя, наверное, 2 месяца, когда уже более-менее начали в себя приходить. Свекровь говорит, как, ребенок у нас не на содержании, поехали в воинскую часть, давай писать заявление. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В декабре только нам восстановили алименты. Они просто захотели, не платят, и все. Человека нет, выплат по нему нет, ничего по нему нет, вообще ничего. И сидим самостоятельность у них такая получается. Как показала практика замполит, у меня Паша тоже был замполитом. Замполит, который сейчас на месте Паша там сидит, он не особо торопился, в принципе, с разбирательством, чтобы восстановить эти выплаты. 4 месяца проводить разбирательство, чтобы признать его без вести отсутствующим. Уже пока мы в прокуратуру не обратились, на него не пожаловались. Хорошо, тоже есть товарищи, которые его очень уважали, очень ценили. Они сразу предложили нам, узнали, вернее, о том, что можно ребенку, членам семей погибших на СВО, детям, вернее, погибших на СВО, выделяются путевки в Артек. Нам сообразили эту путевку быстренько. Все, мы сдали все анализы, все прошли. Единственное, путевку предложили, а добираться туда за свой счет. И обязательно, чтобы я была сопровождающей. Мир не без добрых людей. Пашины товарищи нам собрали денежку на билет. Должны были лететь мы 23 сентября. Но 21 у нас началась мобилизация. Сентября. И мои неравнодушные друзья: давай мне писать, звонить, Юль, может, никуда Вероничку не будешь отправлять, что-то как-то так далеко, очень переживательно. А я в эйфории, мне лишь бы ребенок уже в себя пришел, перекинулся в другие мысли, другие дети, вообще другое пространство, чтобы она адаптировалась более-менее, перестроилась, меньше мыслей о произошедшем. На все было готово, и об этом я почему-то вообще не думала. И тут один друг, второй, я давай писать офицерам там знакомым, говорю, вот вы как думаете, стоит, не стоит, вы же все равно обстановку, ситуацию в стране вроде бы как контролируете, и все мне что-то говорят, да, я бы своего ребенка не отправил. Я говорю, да ладно, дочь, давай я для тебя сделаю все, мы постараемся давай полетим в Сочи, раз уже билеты у нас куплены, давай просто полетим в Сочи отдохнем, сколько там, 5 дней, 7 дней, я могла, много себе в связи со своей работой не могу позволить отдыха. Полетели с ней на недельку в Сочи. Билеты вернули, ребятам деньги все отдали, которые они вложили в билеты. Все, максимально все отдали. Я думала, я там тоже разгружусь. Я там больше ревела, наверное, чем я даже здесь находилась. Дочь-то, конечно, она мне на дельфинах плавала. В парк в этот ходили, Сочи парк. Везде развлекалась, но я домой приходила, и у меня просто... у нас в планах еще, когда мы в браке, было, что Паша поедет, получается, что Паша поедет с Вероникой в Сочи отдыхать. Не я. Я не хотела вообще никогда, в принципе, в Сочи. Мне оно и не понравилось. И что папа там и в Санкт-Петербург поедет. За границу не может, то есть за границу я с ней, а он поедет, где он может по России. И эта мысль той, что здесь-то должен был с ней папа гулять, путешествовать. И я прихожу и понимаю, все в голове это прокручиваешь, и все вместо того, чтобы на отдых переключиться, я не могла. Ревела. Просто ночами она уснет, и все, и меня накрывает. И времени еще, конечно, тоже мало тогда прошло. Все говорят, что оно лечит. Конечно, оно становится полегче, но когда ты начинаешь один сама с собой находиться. Папа мне тоже насобирал летом ягод наморозить. И я последнюю ягоду доедала, и все, тоже у меня слезы накатили. Потому что это последняя ягода, которую он собрал, больше у меня нет. Такие
детали, мелочи. Я же фотографии тоже распечатала только вчера. Я их даже не смотрела. Я не могу смотреть фотографии. Сестра Пашина спрашивает, можно Вероничке фотографии, Пашины присылаю? Я говорю, дочь, тебе нормально? Если тебе нормально папины фотографии, ты можешь на них смотреть? То, конечно, Оксан, присылай. А она присылает, так Вероника мне показывает, видит, что я плачу, все, она убирает. Она даже он у нее на аватарке стоял. Она сразу его поставила на аватарку. Я, когда телефон рядом лежит, это загорается, его фотография, все, у меня слезы, она даже убрала его с аватарки. 7 июля, как только он поступил на службу после отпуска, мы, естественно, общаемся. Он мне говорит, мама, все, готовят. Я говорю, в смысле? Куда готовят? У нас с тобой ВВК. Куда готовят? Занимаемся ВВК. Он получил ту положенную сумму компенсации в марте тогда. Это сколько денег? 3 миллиона. Да, то, что главнокомандующий написал на тот период, естественно. Согласно тем, он же распределил, что там тяжелые вещи, не тяжелые. Он получил, да. Но половину этих денег у нас ушло на экипировку, на подготовку к этому числу. У меня все транзакции, деньги у меня. Потому что, когда я восстанавливала по генеральной доверенности все, естественно, я их на карту ему, а карта у меня как бы. Я контролирую все. И он говорит, мама, перечисляй мне столько денег, перечисляй мне столько денег, перечисляй мне столько денег. Я говорю, сын, а для чего? Он, мама, ты не перебьешь эту систему. Я говорю, сын, постараемся, давай не об этом думать, а направляться в том направлении. Все, он стал закупать себе от трусов, этих каких-то специальных, там, я не знаю, до чуть ли не до автомата. Это какая-то специальная каска, там, эта военная, 45 тысяч. Бронежилет 180 тысяч. Все сам купил? Все сам. Все. Я могу показать, как он экипирован. Один только тепловизор 350 тысяч стоит. Будем биться, бороться. Как иначе, сынок? Каждый день я пишу письма, жалобы, обращения на все уровни, кроме Господа Бога, естественно, и аппарата президента, потому что там бесполезно, поверьте. Я знаю, что говорю. Отбила от Херсона, отбила от Харькова. Именно я пишу, требую, что направить туда, направить сюда, на лечение, на восстановление, потому что ему восстанавливаться надо дальше. Отпуск, да, он морально, психологически немного оттаял от того, что он... Но плакать он не перестал, потому что это естественное состояние мозга. Ты, может быть, и становишься внешне и визуально железным, но если у тебя тут внутри еще не совсем очерствело и закаменело, то все равно ночью ты будешь плакать. Какого числа Артур оказался на фронте? 22 декабря 2022 года. Вот он в Улан-Удэ, и он вам звонит и говорит, что его возвращают на ноль. Так как погибла практически вся рота, а те, кто остались раненые, они, кроме моего сына, непригодны у кого-то рука, у кого-то нога, то есть по тяжелейшим еще этим ранениям, они списаны в запас. То есть, чтобы тебя не вернули, тебе надо должен быть потерять калекой. какую-то конечность. Да, для того, чтобы тебя не вернули, ты должен стать калекой. А если ты ходишь, и руки, ноги есть у тебя, то, соответственно, ты автоматически... Тебя готовят опять... Если ты офицер, и у тебя нет роты, тебе дадут другую, сформируют. Если ты настаиваешь на проведении ВВК, по факту прохождения тобою реабилитационных мероприятий по месту службы в медицинском заведении того города, где находится воинская часть, тебе присваивают ту или иную категорию. Все это мы сделали, естественно. Он лежал в госпитале в городе Улан-Удэ, проходил реабилитацию, готовился к прохождению ВВК, комиссии этой. И пришел день. Пришло 10 октября 2022 года. Я жду результат. Я звоню в госпиталь. Лежит. Потом раз, он же выписался. Как выписался?
Я давай обзванивать всю воинскую часть, и давай искать. Он что-то телефон выключил, не могу до него дозвониться. Мне говорят, ну да, все, комиссия ВВК произошла 10 числа. Я говорю, сын, я уже все узнала, что ты везде, все реабилитации прошел, у тебя даже комиссия состоялась. Где документы? Где документы? 14 октября он мне скидывает документы. Ему поставили категорию А. То есть вот у него осколки в позвоночнике. Поломанные ребра, обмороженные ноги до колена. Ранения, то есть вот Да-да-да. опять указано. Что он лежачим его переправляли из Мозырева в Питер. Как только я прочитала вот эту категорию А, это заключение, я и так целый год сижу, от компьютера дома не отхожу, и пишу. Я написала жалобу на председателя этой комиссии, что капитан медицинской службы Шахматова Виктория Вячеславовна, председатель военно-врачебной комиссии 437-го военного госпиталя, превысив свои должностные полномочия, поставила ему категорию А, которая не соответствует действительности. Я писала жалобы, я писала просьбы отменить на основании своей доверенности, естественно, генеральной. Потому что если у тебя даже нет, если у матери нет генеральной доверенности, ты даже этот факт не можешь по нашим действующим законам просить, требовать что-либо от каких-то отмен каких-либо или пересмотра каких-либо заключений. Вот нет у тебя доверенности, все. Сам солдат должен, сам офицер должен защищать в одиночку сам себя, если он посчитает это необходимым. – 22 декабря 2022 года его вырвали из моих рук, надавив идеологически и психологически, издали приказ и отправили его на территорию СВО для выполнения каких-то специальных задач, каких я до сих пор понять не могу. 22 число, мы с ним созваниваемся, он говорит, завтра борт через Москву, на следующий день в Ростов из Москвы, а там уже, я не знаю, чем там, не знаю, как их там перевозят, каким транспортом, я не знаю с Ростова. Там ему собрали роту, взвод. То есть они вся рота, вот, а у него взвод. Мобилизованные. Потому что у него же кадровых солдат не осталось живых. Мобилизованных. Он мне пишет, мама, я соберу все документы, все какие есть, и отправлю тебе с ДЭКом. Он так и сделал. Вся одежда, которая куплена вновь, она, естественно, осталась там, все. Ну, там, в части. И главный документ, потому что мы прошли этот этап восстановления документов, это просто кошмар и ужас. Он их выслал с ДЭКом. И написал, куда, в какое направление их отправляют. Куда их отправили? Угледар. Угледар. Да. Я тогда не понимала, что это такое. Что это за направление, что это такое, что это за... Я занималась, сидела, писала, печатала, и отправляла в ту почту, то или по электронке свои требования, прошения вернуть, не направлять и так далее, и так далее. Ну, конечно же, я ничего не добилась. В конце января, когда я увидела ролик Ивана Отраковского, как под Угледаром, и тогда вот это слово, когда этот ролик посмотрел, мне в голову, в уши наконец-то вошло, что это такое. Разбили 155-ю бригаду танковую морпехов. И это страшно было смотреть. И только тогда до меня дошло. Господи, это там? Я в этот телефон. Естественно, связи нет. Я Асану, отцу его. Что это? Я не знаю. Ну, а откуда мы знаем, что там происходит? Естественно, даже не по каким по центральным же каналам у нас все хорошо. Друзья, а вы с ним разговариваете все эти моменты? С Новым годом он вас поздравляет, например?
Нет, Связи связи-то нет. нет. Связи-то нет. Я ж почему не понимаю, что происходит. Связи нет, вот как тогда в марте. То же самое, не только это даже, но с декабря по март. Здесь ситуация повторяется. Опять декабрь, и опять 2 месяца. В этот момент у нас уже, то есть в городе работает направление, гуманитарное направление, ну, и администрация этим занимается, и город как бы поделился на несколько частей. Асан говорит, собираем нашим ребятам от трусов до тепловизоров и квадрокоптер мы даже, да, мы деньги собирали еще, именно нашим. Пришло 5 февраля, они поехали. Вот. И они привезли фотоотчет, и есть видео и фото. Они поехали, это те, кто развозит гуманитарную помощь? Да, естественно. То есть, подождите, они повезли гуманитарку за линию фронта? Конечно. Так. Конечно. Вот. Танкистов они нашли, потому что они стояли до линии фронта. А наших они, как потом Саша рассказывала, ну, этим выгрузили все свое, потому что из рук в руки только так. Вот. Наших, Артура, взвод, они искали, просто уже отчаялись найти. Телефоны там не работают даже в принципе никакие, то есть нет сотовой связи. Поэтому мы уже едем. Вот куда ехать? Вот как ехать? А машину для перевозки дал парень, ну, местный житель из Пшады, и он вагнеровец. Он в этот момент, в эти дни был в отпуске. И как-то у вагнеров у них какая-то специальная схема разработана и только для них. Вагнеровец говорит, давайте найдем любую какую-нибудь деревушку, где есть хоть что-то. Они вернулись. Куда они там вернулись? Уже вот это название населенного пункта они сами не знают. Нашли населенный пункт, нашли магазин, забегают. Девчонки, есть связь? Есть. И они, вот этот вагнеровец, я не знаю вот эти тонкости, короче, говорит, благодаря тем, что нам вот эти женщины раздали интернет, мы построили путь, по которому ехать. И они их нашли. Для нас была такая сумасшедшая радость, что мы... А Артур говорит, мы приехали. Где Артур? А солдат говорит, да вон он спит. Он уже отчаялся ждать, и он не верил, что их найдут. И даже есть фотографии, они фотографируют, как он выходит из окопа. И вот у него глаза вот такие, что папа. Вот. Ну и суть, как бы, ну все, они выгрузили им гуманитарку, общались, конечно. Вот это 5 февраля, это крайний день, когда Асан видел его, и они мне потом скинули видео. А что было потом? А потом они вернулись наши, и приходит 18 февраля, когда уже практически, даже я уже на работе, даже приказ стал печатать, чтобы дополнить денежку в копилочку, чтобы купить квадрокоптер. Не хватало прям 10 тысяч вот этих вот. Звонок Асану. Или сядь, если стоишь, или ляг, если сидишь. Был звонок. Солдат позвонил из Ростова. Взрыв, где Артур, никто не знает. Плохо мне не стало. Я просто съехала. Да, я сидела, печатала, я просто съехала с табуретки. Асан не отключился, кричал в трубку молчать, не орать, не плакать. Надо что-то делать. На сегодняшний день Артур не найден. Ответы пока из контрразведки. Ваше письмо направлено по назначению ФСБ. Тот же текст Минобороны. Тот же текст Следственный комитет направил на исполнение по месту нахождения воинской части. То есть вы не знаете, живой он или не живой? Я на сегодняшний день
не знаю вообще ничего. Живой он, не живой. И этого не знает никто. Но факт в том, что был очередной бой. ПГТ Никольская называется. Это деревня какая-то. Где-то под Волновахой. То есть они вышли из боя, потом им дают приказ пойти на лесополки, взять 200-х. Эвакуация. Это так рассказывает мне боец. Потому что он единственный свидетель всего произошедшего. А мой сын его командир. Я у него спрашиваю, что произошло. Он мне рассказывает кратко. Нас отправили на эвакуацию. Мы загружаемся. БМП разворачивается на выезд с ранеными. Ну и 200-ми, естественно. И происходит взрыв. Меня ранило в лицо. Пока я был в горячке, я кричал его позывной и требовал, просил, умолял меня кто-то подхватил. Кто, говорит, я не знаю. Господь, наверное, я уже думала, что Господь действительно подхватил. Ну, это так боец рассказывал эмоционально. Вот. Но я кричал позывной своего командира, чтобы его подхватили. Мне крикнули, его подхватили. Мы до сих пор не знаем, кто его подхватил, и подхватил ли, и спас ли. И вот уже прошло 2 месяца, я до сих пор этот момент не могу выяснить ни у кого вообще. Воинская часть не предпринимает вообще никаких действий по поводу поиска своего офицера, действующего кадрового. Я 18 февраля сразу же, взяв себя в руки, набрала телефон дежурного воинской части 46-108. В тот момент был на дежурстве какой-то непонятный офицер или не знаю кто. Он просто грубо со мной разговаривал, по-хамски, и бросил трубку. На письменные мои запросы нету ничего. До сих пор. На что вы надеетесь? Я верю в то, что мой сын жив. Но я еще ищу ту информацию, что там произошло и почему его никто не ищет. А у меня другого нет выхода. На сегодняшний день я, естественно, контролирую поступление средств. Они обязаны платить денежное довольствие. Я хожу, имея генеральную доверенность, хожу в отделение Сбербанка и проявляю пополнение счета. За февраль месяц пополнения счета не было. Я возобновила этот вопрос. Направила в 36-ю армию. На каком основании и почему? 36-я армия недавно мне прислала 2 страницы воды. И в 2 страницах воды 1 фраза. К сожалению, в ходе выполнения специальных задач Артур Асанович пропал без вести. То есть они признают его пропавшим без вести? То есть они написали эту фразу. То есть эта фраза ничем не подтверждена. Никаким распоряжением, никаким приказом, никаким документальными или видеоподтверждениями. Ежедневно у меня рабочий и нерабочий день начинается со звонка на горячую линию Министерства обороны, единый номер 117. И что они говорят? В строю. Это Паша, это папа мой. Так. Это день рождения свекрови, это свекровь, это свекор. Угу. То есть ты замуж прям за военного? Прям замуж за военного, за лейтенанта, да, я вышла. Я начала с ним встречаться, он уже получил первые звезды свои. Он только отучился, и мы начали встречаться. Это вот на том же юбилее я с дочкой и с Пашей. 1 сентября, первый класс. Это мама моя, папа и доча. Это тоже 1 класс, это вот дом наш.
возле дома. Это Паша на день рождения. Это, наверное, ему 34 года. То есть 2 года назад? Да. Это, и, наверное, единственный выезд на море. Ну, не единственный, но выездов было за 10 лет только 3 у него в связи с его работой. Это вот один из выездов на море. Подружки на дне рождения была, ходили в ресторан, там Пашин сослуживец. Ну, прошло уже полгода. Вот она, типа, миллионы получила, тут на миллионах танцует, как ей не стыдно, Паша погиб, а она тут ходит по ресторанам, на миллионах тут танцует на его. Вот так прям. У нас нету ни рубля, ничего. И все вот тоже много мнений со стороны, что мы тут на миллионах сидим. Тоже девочки рассказывают. Вот сразу мы деньги получили, все начинают звонить, занимать. У вас же сейчас так много денег, вы же по-любому не знаете, куда их тратить. А у нас все девочки куда тратят? Ну, все вкладываются в недвижимость, все в будущее своих детей. Ну, не было, по крайней мере, у нас ни одной такой, которая поехала в Таиланд, которая, да, там поехала куда-то куражить. Все набирают, ну, как бы, будущее себе обеспечивают уже этим самым. А ты зарабатываешь маникюром? У меня кабинет свой. Ну, я мастер, но у меня свой кабинет. Маникюр, педикюр. У меня было в планах, конечно, уже расширяться. Помасштабнее, да. А сейчас вообще ничего. У меня вообще руки, если честно, опускаются. Я порой прихожу домой и говорю, блин, как я вот уже ничего не хочу, просто ничего не хочу. Просто сажусь вот и вот прям вообще ничего. Вот бывает прям такая апатия очень сильно на меня находит. И прям хочется вообще ничего не делать. А порой хочется, да, еще сегодня мне еще клиента. Ну вот качели. Пока вот у меня такие качели. Как вы живете сейчас? Пишу, звоню, требую, контролирую. Требую искать. Только это. Вот я только этим живу, больше ничем я не живу. Требую искать. А вы спите? Ну, когда организм засыпает, засыпаю, потом просыпаюсь. Потом опять засыпаю. Так ночь проходит. До 5:30. Потом я опять сажусь за компьютер. Я сижу в телеграм-каналах. Там вся страна. Мамочки, братья, сестры, дедушки, отцы. Все ищут. Вы не представляете, сколько людей ищут пропавших на угледарском направлении. И никто не имеет ответа. Ребята наши гибнут ни за что. По чьей-то злой воле, по чьему-то злому умыслу. Это однозначно. Я могу сформулировать, по чьему злому умыслу и воле. Но эта моя формулировка пойдет вразрез действующего указа о дискредитации. Иначе по-другому я не могу сформулировать. Предоставить возможность ФСБ издеваться надо мной, не хочу. Народ почему спит? Потому что зазомбирован десятилетиями, десятками лет. Оппозиция вся оппозиция, да, мы прекрасно знаем, где кто находится. И за свое якобы вольнодумие каким образом страдает или пострадал. За что наш народ платит? За то, что он спал столько лет. Вы дочке сказали про дедушку? Не сказала. До сих пор? Нет, я не могу. Не знаю, я не могу. Я не знаю, как ей об этом сказать. Потому что дед... получается, когда Вероника родилась, чтобы мне было легче, мы поехали к родителям, жили у родителей. С деду, с моими родителями. А Пашины родители, они через несколько домов, то есть там каждый день приходили, помогали. Конечно, она на глазах у деда росла. И папа постоянно-то у нее в командировках, он офицер, редко был дома, а вот дед-то постоянно дома, и дед ее, получается, воспитывал, и она с него не слазила. Любимый дед, везде с дедом, все с дедом, и как ей после новости о папе сообщить про деда, у меня и не поворачивается язык. Я не знаю, как мне ей об этом сказать. Я понимаю, что надо об этом сказать. Она единственная, когда, узнала, что он на войну собрался. Она сказала, как-то она так интересно сказала.
не долбанулся. А как-то она так сказала, он что, совсем, что ли, крякнул там? Ну, куда он собрался? Ну, с такой, делать ему типа нечего. Ну, и когда был у нас праздник, День отцов, День папы, да, она говорит, ты хоть напиши папу, ну, ты хоть папу своего поздравь. Я говорю, да он не на связи, Вероничка. А потом был дедушек, День дедушек. Мы все праздники уже без них мы пережили. Я, говорит, напишу деду, попробую, вдруг до него дойдет сообщение. Ну, как бы я ей сказала просто, что он не на связи. Что у него нет связи. Вот она дедушку поздравила, написала ему с ним дедушек. Дни рождения у них уже прошли. Папе должно было исполниться 55 юбилей, а Паше 36. Как ты себе объясняешь, за что они погибли? Наверное, ни за что, для чего, не знаю. Паша, он военнослужащий, он офицер, он знал, на что шел, по-другому не мог. А вот папа, вообще не знаю. Паша всегда мне говорил, что все хорошо. Вообще он там, в принципе, он замполит, он всегда занимался бумажными делами. Я об этом подумать, о том, что он где-то там в боевых действиях, он и не участвовал ни разу. Я всегда спрашивала, как у вас там, ну, боевые действия, что-то. У меня все нормально, я занимаюсь, разговариваю с молодыми, кому их там приводят. Больше политическая вот такая у него работа была, что там какие-то бои, даже мысли не было об этом. Он об этом и не говорил. Он мне до этого скидывал фотографию, они там лежат в лесу, на матрасах, прям не в окопах, нигде. Я говорю, а что это вы так расслаблены? Да все хорошо, типа тут переживать не за что, ну все хорошо, не переживай. Буквально вот накануне всего случившегося. Как-то он мне так внушал это все, что у него все хорошо, что переживать вообще в принципе не за что. И я вообще, если честно, у меня вообще мысли не было о том, что с ним такое может произойти. Потому что в боевых действиях он не участвовал. За папу, конечно, я переживала. Во-первых, потому что возраст. Во-вторых, у него со зрением проблемы, у него со слухом проблемы, у него... Ну, А как же его взяли? я вообще понятия не... Вот я же говорю, я с ним... Вот только мы с ним поругались. Все, что я с ним смогла выяснить, это почему ты туда пошел. Сейчас по документам бывший муж какой? Без вести отсутствующий получается. То есть не мертвый? Нет. И папа тоже получается. Но единственное, по приказу с части папа, смерть наступила такого-то числа. А по факту тела нету. Когда нет тела, как может быть смерть? Конечно, они все, что один, что второй, они без вести отсутствующие. А По есть факту. хотя бы один шанс, что кто-то из них жив? Честно, я очень верю, что Паша живой. Ну, вот нету тела, я вообще... В смысле, я живу этими мыслями. Почему он мне снится всегда живой? Потому что я живу с этими мыслями. А что будет, если ты деньги получишь, а он живой? Вообще об этом не думала. Абсолютно об этом не думала. Потому что мы еще деньги неизвестно, когда получим, поэтому я об этом не думала. А что эти деньги? Живой, главное, живой. Это вообще уже, знаете, мне кажется, там будет вообще по барабану. Устала ты? Морально очень. Я всегда, кто военкомат, куда приду, вот эту историю заново рассказываю. Вот это опять у меня накатывают слезы. Представляете, постоянно вот это вот в голове у себя прокручивать. Как это тяжело. И доказывать еще что-то. Доказывать, что я дочка. Что почему так у нас получается. Почему в суд папу признать погибшим могу пойти только я, а выплаты получить свидетельство о смерти, да, а выплаты получить может брат, а в суд он подать не может. Искать, опять же, все я. И везде приходишь, и везде на тебя смотрят, как на идиота. Ну, как закрытые двери стучусь просто, и все. А в Уссурийске вообще много людей, которые оказались на войне? По моей работе, да, мои клиентки приходят, у многих мужья, которые, по крайней мере, военнослужащие, они все там. Хорошо, воюют за что? Понятия не имею. Я тоже задаюсь этим вопросом. Для чего и за что? Я, честно, мысли эти настолько отгоняю, потому что сердце кровью обливается. Я даже об этом думать не хочу. Во-первых, у меня сейчас основные мысли. Это как жить дальше и как вернуть на родину
моих мужчин и предать земле. Я сейчас занимаюсь только этим, вот честно думать о том, что там. Я не могу, потому что мне и так я очень много тревожности, очень много пережила. Я даже не то, что не могу, я не хочу об этом думать. Я просто эти мысли от себя отгоняю. Я тоже прекрасно понимаю, конечно, ну, если с той стороны взглянуть, да, как это, и как с нашей стороны взглянуть, я стараюсь эти мысли отгонять от себя. В чем смысл жизни? Наверное, что было, что вспомнить потом в старости. Хорошее вспомнить. Чтобы обеспечить своему ребенку достойное будущее. Воспитывать внуков. Ну, просто прожить хорошо жизнь. Оставить за собой еще одну жизнь. Чтобы эта жизнь оставила еще другие жизни. Ну, вообще, конечно, чтобы все было хорошо. Чтобы воспоминания всегда были только хорошие. Вообще, на самом деле, все до 23 августа, конечно, в моей жизни было более или менее стабильно, стандартно, хорошо. Мы жили и не задумывались над тем, что с нами может такое произойти. То есть даже 24 февраля ничего не изменило? Ну, наверное, изменило, конечно, но я не думала, что это все вот так вот затянется. Никто, наверное, не думал, что так все это затянется, и что это все так серьезно. И что это приведет к тому, что моя семья осталась без двоих мужчин. Была полная семья, а стала половинка. А зачем все это? Зачем все это? СВО? России это точно не нужно. Это однозначно. Никому не нужно. Ну, это называется обычный маразм. Обычный маразм, который крепчает в России. Ну, это отсутствие образования, отсутствие желания что-либо читать, образовываться. Им сказали, это белое. Вот оно черное. Нет, оно белое. Они будут, это часть общества. Они не понимают, надо это или не надо. Сказали, надо, значит, надо. Все. Маму я лишний раз не расстраиваю, слезы не показываю. Дочка вообще тоже моих слез не видит. Как бы если я плачу, то я плачу сама собой. Либо где-то за рулем я еду, у меня уже на небе 2 звездочки, когда я вечером еду, и меня они сопровождают. Ну, как мне показалось, что они именно появились после того, как они погибли. Но это я для себя так. Мне так легче. Я вот с ними еду, разговариваю, плачу, и вот так же и могу, единственное, куда это в группу, да, все высказать, выплакать. Для этого, наверное, она у нас и есть, что мы там единственные, кто понимает друг друга. У нас накануне вот буквально был разговор, я говорю, дочь, ты же понимаешь, что мы папу твоего еще не хоронили? Она говорит, понимаю, я никуда не пойду. А когда он погиб, на следующий день, она на стол положила тик-так, вот эти дрожжи насыпала. Потом такая просыпается, говорит, мама, а где это дрожжи? Я говорю, наверное, бабушка убрала. Я говорю, мама, куда ты их дела? Говорит, я убрала, назад убрала. Вероника такая расплакалась. Я говорю, ну а что такое? Я папе, говорит, положила. А потом она меня зовет, говорит, пройди в комнату, я тебе расскажу, как я научилась легко, жить с этим, принимать это легко. Пройди в комнату, говорит, садись вот сюда за стол, на стул. Сама она садится на диван. И рядом папа ей год назад, получается, подарил Стича большого такого. Она рядом садит Стича, а вот здесь, говорит, рядом со Стичем сидит папа. То есть у нее, я говорю, папа теперь всегда рядом. Папа тебя видит, папа тебя слышит. И вот, говорит, я вот так сейчас, себя перебарываю. Что вот представляю себе, что папа сейчас со мной рядом. У меня нет возможности умирать, потому что у меня нет другого пути, кроме как искать собственного сына своего, добиваться результата от власть придержащих, которые обязаны выполнить эту задачу, мои требования по поиску. Начнут ли в отношении меня какие-то преследования, скажем так, репрессивного характера? Все может быть. Боитесь? Боюсь.
Конечно, боюсь. Я знаю, что такое, как работает репрессивная система. Я очень хорошо знаю, как из-за одного слова можно, из чашечки кофе может вылиться река. Вот я визуально представляю вот этих вот опричников. Это страшный вал с зубьями, и они танком, вот этим катком с этими зубьями идут, проходятся по нашему народу. И вот так у меня в глазах именно такая картинка. Надолго это? Пока не закончатся деньги у тех людей, которые делают их же деньги на вот таком кровавом бизнесе. Терпение русского народа не закончится никогда. Терпение украинского народа, у них нет терпения. Они поэтому защищают свою жизнь, жизнь своих детей, отцов, матерей и свою землю. Сказать о том, когда прекратится действие режимной машины, я не знаю. Я не знаю. На этот вопрос нет ответа на сегодняшний день. Народ русский терпеливый и будет терпеть.